каждый должен выбрать, так сказать, свое, да, потому что я знаю, что вот сейчас наши друзья там либертарианские воюют. Вот. А другие либертарианские друзья, наоборот, уехали и прячутся, да. Вот. Но для меня они и те, и другие друзья, и я принимаю их выбор. Потому что кто-то считает, что он таким действием, как бы, пойдя воевать, что он только, значит, усилит там вот это все государство там, и так далее. Кто-то считает, что наоборот, если он пойдет воевать, пускай оно даже там будет усилено в какой-то степени, но он, по крайней мере, внесет свой вклад, чтобы не попасть под власть Путина. То есть кому что ценнее, да, это опять выбор личный, выбор между ценностями, на самом деле отрицательными ценностями. То есть, что представляет большую угрозу, свое государство или путинское. Те, для кого путинское страшнее, они, в принципе, могут идти воевать, да? А те, для кого свое страшнее, они могут удрать. И опять-таки это будет тоже либертарианское решение. То есть тут нет, потому что ситуация сама по себе не есть война свободного общества с государством. В этой ситуации, да, опять-таки, я бы сказал, что, во-первых, понятно, было бы понятно, что никакой там мобилизации в такой ситуации быть не может, да. То есть никто никого не ловит. Вот. Если ловят, то каких-то людей, которые уже подписали, например, контракты, и которые получали какие-то льготы все это время, там, да, будущей, так сказать, стороной такого контракта. И они вдруг не приходят, значит, вот тогда их ищут действительно с собаками, отлавливают, и спрашивают, что, пацан, как, будем исполнять, значит, договорщик или нет. Но в нашей ситуации таких договорщиков нет, никто никому ничего не должен, то есть никакой обязанности, включая моральную, там, идти воевать, у вас нет, поскольку у вас в случае, когда вас принудительно мобилизуют, то тем самым вас ставят в статус раба, а у раба нет морального выбора, потому что он, как бы собственность другого человека, да. Это, кстати, еще Аристотель знал, и от него, собственно говоря, с тех пор это дело философии является общепринятым, по-моему. Да? Конечно, наверняка есть какие-то философы, которые этому возражают, потому что философы всегда чему-то возражают друг другу. Но как бы это более такая общепринятая точка зрения, которая просто малоизвестная и непопулярная, понятное дело, в странах, где такая ситуация, значит, с рабством есть. То ли призыв, то ли еще что-то такое. Но общеизвестно, что рабство освобождает от какой бы то ни было моральной ответственности. А юридической ответственности тоже нет, потому что нет договора. Поэтому в такой ситуации человек не должен чувствовать никакой вины за собой, что он, значит, там прячется, уклоняется и так далее, и так далее, и так далее, не выполняет свой гражданский долг, у него нет никакого гражданского долга, он никому ничего не должен. Он просто человек, которого ловят, он должен это понимать, что на него идет охота. Но другой человек, который считает, что да, это все государство делает неправильно, да, то есть он же, наши друзья, они же не поддерживают там тоже ТЦК, да, они же не считают, что это ловля, это хорошо. Они просто воюют, понимая, что другой армии нет. И для них как бы Путин является большей угрозой, чем, допустим, украинское государство. А мне могут сказать, что это выбор между злами, и что? У нас всегда в жизни выбор между злами, потому что тут речь не идет о свободе, а речь идет о том, где по представлению каждого из нас будет хуже. Что является большей угрозой, которой нужно избегать. И это как бы основной выбор в жизни, от которого мы не открутимся. Мы не открутимся, и на самом деле риторика о том, что вы же выбираете опять, значит, среди зол, она не работает. Она работает, но если работает только в очень редких случаях. То есть, когда есть еще и опция выбрать добро. Да? То есть, если этой опции нет, как сейчас, тогда так. То есть, либо просто уклониться от выбора, либо выбирать между этими двумя злами, меряя, какое для себя, да, какой из них страшней. Потому что, есть еще как бы и на самом деле такое чисто уже утилитарное рассуждение может быть здесь применено,
о том, что усиление всяких вот этих вот бусификаций, оно вызывает у людей на самом деле все больше и больше отторжения вот этого вот украинского государства. А, Поэтому тут, ну, как бы, это не значит, что надо поддерживать эту, да, мобилизацию, ни в коем случае, потому что мы не большевики, вот, мы эти все жертвоприношения поддерживать не можем, вот, но просто понимать, что у них есть вот такие в том числе последствия. Такие в том числе последствия. Поэтому я бы не сказал, что оно уж так сильно там будет расширяться. Оно будет, конечно, пытаться расширяться, но оно может совершенно неожиданно для себя поймать очень серьезных там черных лебедей. Именно по той причине, что оно вот этим всем занималось. Вот, люди этого не хотят, люди с этим не согласны. Вот, а они интуитивно понимают, что ну, с ними поступают плохо. Вот. А сказать что-то во свое оправдание они не могут, эти все, значит, там людоеды. Они только рассказывают о том, что у них хватает людей, но у них но ответ на самом деле очень прост. Давайте-ка вы сначала вот свою сраную армию проведете там реформу. Да, да, во время войны, да, ничего страшного. У всех этих прапорщиков там и генералов, которые, значит, там промежуточных сидят, огромное количество, которые никакого отношения к войне непосредственно не имеют, вот их надо всех нахрен разогнать. Вот. И то, что мы много раз говорили, вот там реформа на самом деле очень простая, нужна только политическая воля. Да? То есть отдать решение на тем людям, которые воюют, вот, включая их возможность как бы там закупать, рекрутировать и так далее, и так далее, и так далее. За деньги, конечно, да. За деньги. Солдат должен получать все стимулы моральные, что он воюет за родину, да, и материальные, что ему за это хорошо платят. И в случае, если он погибнет, да, то его семья какое-то время, по крайней мере, будет от этого сраного государства что-то получать. Вот. Но этого пока не происходит. Вот. Ну, с другой стороны, дает нам, так сказать, лишний раз повод об этом сказать постоянно, что, ребята, ответ на ваш вопрос, что у вас не хватает людей, это просто он очень прост. Люди для вас это расходный ресурс, да, это трагедия общин в чистом виде. Вот, потому что вы за них не отвечаете. Вот за технику у вас, значит, журнал учета журналов есть. И прочая фигня, вы там, значит, ставите галочки там, и пишете вот эту всю хрень. А люди для вас это как бы постоянный, значит, ресурс. Поэтому вам их и не хватает, потому что у вас стимулов нет их беречь. И воевать по-человечески у вас стимула нет. Вот давайте поменяем сначала ваши дурацкие стимулы, а потом будем разговаривать про то, где вам брать людей и так далее, и как вам действовать. Вот и все. То есть ответы на все это, если они, значит, убедительные, они с ними спорить не могут, понимаете? Вот было недавно, ну как недавно, месяца 2-3 назад, они, значит, запустили кучу ботов, которые приходили и рассказывали так вот, и вот изображая из себя такого вот умудренного уже, не вступая там, не горячаясь, значит, не вступая ни в какие там эмоции и прочее, прочее, они говорят, ну вот понимаете, вот, ну надо же где-то, кто-то же должен воевать. Но вот мы заканчиваемся. Они, как правило, все, значит, там имитировали людей, которые воюют в настоящий момент. Вот, а их много было. Вот потом, видимо, им перестали платить, они куда-то пропали. Вот, и они все одно и то же рассказывали, да, что вот надо же где-то брать людей, потому что люди, так сказать, заканчиваются. Вот. Но когда ему говоришь, что, чувак, ты же видишь, что плохо, да, и если не изменить главную мотивацию, что люди – это расходный ресурс бесконечный, который можно лопатой, значит, кидать в топку этой войны, вот, то вы дальше будете кидать. Вам сколько людей не дай, вы всех убьете, потому что стимула их беречь у вас нет. Я ни разу не видел ни одного возражения серьезного, сколько-нибудь обдуманного там, и так далее. То есть они либо уходили в эмоции, вот, либо просто, ну, как бы соглашались, потому что это факт. Это факт. Вот. Естественно, что, ну, как бы я с Сергеем согласен в том, что украинцы хотят мира. Да, это безусловно так. Но как хочет мира и любой человек, у которого отнимают кошелек. Значит, в подворотне он тоже хочет мира. Вот. Но он хочет сначала, чтобы ему этот гопник этот кошелек отдал.
Вот, поэтому человек, который воюет, значит, с агрессором, он хочет мира, он воюет за мир. Вот, поэтому тут спорить как бы бессмысленно. Вот. Но просто понимая, что, ну, опять-таки, что вопрос, а, ну, что ситуация наша такова, что у нас воюют два государства и один народ, да, то есть у нас ситуация такая, что Путин напал на самом деле на украинцев, да, потому что это просто долго объяснять, но это как бы мой старый тезис, который еще с времен Майдана я, так сказать, пропихиваю, да, что Путин никогда не понимал, что такое Украина, украинцы, он всегда думал, что это слабое государство, ему тут радостно Медведчуки разные рассказывали, что так оно и есть. Вот. Он бухал сюда огромные деньги на покупку всех, кого только можно, он всех купил, а в результате ничего не получается у него. Да? То есть один там Янукович провалился, потом второй Янукович провалился. Вот. То есть как-то так оно не выходит. Ну, бесит это человека, да, то есть его можно понять. А все почему? Потому что он людишек-то не рассматривал никогда как фактор. Вот. И именно для украинцев, именно Россия, а точнее Путин и его вот эта вот вся, значит, клика и вся эта идеология, вот, ихняя дебильное там вставание с колен и так далее, она является очень, ну, мягко сказано, раздражающим фактором. Вот. То есть они это все дело очень сильно не любят. Вот, и как бы готовы ему сопротивляться, и они его не хотят. Не хотят. Большинство, я так думаю, до сих пор. Вот сколько бы это все не продолжалось, то, конечно, большинство... У нас, кстати говоря, сейчас пошла вторая волна миграции. Вот я вижу, потому что публика чувствует, что будет перемирие или там поражение, или что-то такое, она линяет. То есть вот была ситуация, когда наоборот приезжали обратно из-за границы люди, вот, когда чувствовалось, что, ну, если там оно закончится, то как-то так не очень плохо, то сейчас вот я смотрю, настроения опять пошли такие. То есть люди, что означает, что они уезжают, что они не хотят оставаться под властью, скажем так, либо самого Путина, либо какого-то его там ставленника, условно. Вот. Это означает, что, ну, я это вижу так, И это не отменяет того, что, конечно же, эти люди хотят мира, но и с другой стороны, действительно, есть фактор самого Зеленского, который не надо списывать со счетов. То, что он действительно мира этого не хочет. Почему? Потому что для него сейчас мир в такой ситуации, которую он поставил, военный, да, это будет всегда трактоваться как поражение. Потому что он изначально поставил себя в рамки, значит, границ 91 года, чего не надо было делать. Вот. Всегда говорить, значит, а цели-то войны должны были быть другие, давайте так. Потому что откуда взялись границы 91 года? От того, что, скажите нам, за что мы воюем. Ну, закономерно, да? Я бы сказал, мы воюем за ликвидацию Российской империи. Вот. Мы воюем за смерть товарища Путина, за ликвидацию Российской империи. Вот. Граница 91 года, не граница 91 года и так далее. Вот это наша цель. Это цель этой войны. Все. То есть за смену этого, значит, фашистского режима, который сейчас сидит в Кремле. Потому что без этого, вместо этого пошла риторика обратная, да. А именно что, кого в России не сади, это будет всегда, значит, это самое, там, бред полный собачий, понимаете? Бред. Это просто мистика. Ну, этого не бывает, да, этого не бывает. То есть представим себе, что там Украина победила, Россия развалилась, как она и должна была развалиться. На самом деле это хорошо для всех, включая для, значит, тех частей, которые там образуются. Вот от них отпадут эти все мусульманские там анклавы там, и так далее, пускай они там сами с собой, значит, там разбираются, вот, и прочее, Сибирь с Дальним Востоком. Вот, а останется себе Центральная Россия, которая тоже может быть там на какие-то куски и так далее, где, собственно говоря, Россия и есть. И есть. Вот. И в такой ситуации это уже дальше, ну, естественно, будет мирное развитие. Мирное развитие, нормальные отношения с той же Украиной, там, с украинцами, и это всех устроит в итоге. Вот, все будут себе спокойненько торговать, там, вот, читать Пушкина, вот, и у всех все будет хорошо. Но вместо этого со стороны Зеленского и его идиотов, значит, пропагандистов пошла вот эта вот вся волна, что, значит, граница 91 года, то есть нереалистичные рамки. Вот. И, естественно, сразу же снести с доски идею развала России и смены, значит, путинского режима утверждением о том, что в России всегда любой, значит, там,
чувак, который, ну, условно говоря, ну, не вместо Путина имеет какую-то формальную власть, но вот всегда почему-то становится Путиным, да. Ну, вот, то есть это такая магия, это мистика. Вот, и он обязательно полезет обратно на Украину. Что бы мы ни делали, да, поэтому мы будем воевать 1000 лет. Вот. А все это по той простой причине, что поставили, значит, изначально рамочки к себе, а теперь отход от этих рамочек, конечно же, будет трактоваться как поражение. А он прекрасно понимает, что мира сейчас не может быть без отхода от этих рамочек, да, то есть что-то придется отдавать. Вот. Крым, Донбасс, либо и Крым и Донбасс, а может быть еще что-то. Вот. Естественно, поэтому он упирается изо всех сил, так сказать, и, конечно же, мира он не хочет. Конечно, мира. Это тоже плохо, потому что для того же Трампа это не есть какая-то ценность, значит, эти границы 91 года, как и для Байдена. Вот, и он вполне может прибегать к мерам давления на Зеленского, опять-таки за наш счет, да, то есть опять-таки не давая оружия, вот, или еще что-то такое вытворяет. Вот, потому что он пообещал, а значит он будет делать, потому что предыдущие 4 года обычно то, что он обещал, он делал. Вот, значит, какие-то попытки будут предприниматься в этом направлении, и вот мы уже видим, какие рычаги могут быть. И в какие как бы, условия себя эта администрация Зеленского поставила. Поэтому, да, безусловно, с нашей стороны эти вармонгеры, они тоже имеют, значит, место, и они тоже заинтересованы в том, чтобы война продолжалась. Но, опять-таки, мы говорим, война продолжалась. Понимаете, беда в том, что это разные немножко состояния. Да? То есть представьте себе, что цель наша – это сменить власть в России, вот, и война продолжается. А другая – это граница 91 года, и опять война продолжается. Да, то есть и то, и другое – это как бы продолжение войны, но это разные как бы цели и разный ожидаемый результат, и разные позиции на переговорах.